Здравствуйте, друзья! Известный российский режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон», которая выходит, между прочим, на российском государственном телеканале «Россия-1», с гордостью рассказал об уголовнике-рецидивисте по имени Константин Тулинов, которого отпустили из зоны и отправили воевать в Украину. По словам Михалкова, Тулинов был несколько раз судим за наркотики, грабежи, но это все пустяки. Как только этот достойный гражданин изъявил желание ехать в Украину, чтобы там грабить и убивать украинцев, это желание тут же удовлетворили и отправили его на Донбасс. Ведь это только в России нельзя грабить и убивать россиян, а в Украине можно. Для Михалкова это пустяки. Хотя он в армии не служил, он оказался на фронте, на Донбассе. Но путь его на Донбасс, прямо скажем, был непростой. В 16 лет он первый раз нарушил закон, дал машину, получил условно, ну а дальше пошло-поехало и грабеж, и наркотики, и несколько ходок. За последнее преступление он получил 5 лет. Весной 2022 года он подал прошение с просьбой отправить его на фронт, на Донбасс. Это прошение было удовлетворено, и он оказался на передовой. Грабежи, наркотики, несколько отсидок – таков теперь послужной список современного героя России и борца с фашизмом, которому посвящают вот такие хвалебные сюжеты на российском государственном телеканале. Причем нахваливает вот этого человека не кто-нибудь, а Никита Михалков, фильмы которого украинцы с удовольствием смотрели много лет. И вот теперь этот самый Михалков с удовольствием нахваливает уголовный сброд, который едет в Украину, чтобы убивать зрителей его фильмов. Конечно же, Михалков прекрасно понимает, зачем все эти рецидивисты едут в Украину. Они едут не за высокие идеалы русского мира здесь воевать, и не за Новороссию, им на это по боку. Они едут, потому что им разрешили здесь официально грабить и убивать. В России за такое сажают, а в Украине им за это еще и доплачивают. Что кто-то верит, что вот это отребье будет защищать жителей Донбасса? Серьезно? Кто-то верит в то, что им не по боку на людей? Да они в России своих российских сограждан грабили и убивали. С чего им кого-то защищать за какие-то идеалы, воевать на Донбассе, где вообще нет никаких законов и правил? Твори что угодно, тебе за это ничего не будет. И после этого российские командиры еще отрицают военные преступления в Буче. Да вы посмотрите, кто за них воюет. А на что все эти люди еще способны, кроме как военные преступления? Впрочем, конец нового героя России оказался предсказуем. Заработать денег у него не получилось, зато получилось вернуться в Россию в цинковом гробу. Посмертно он был помилован и, кроме того, был приравнен к участникам боевых действий. Ну, вы знаете, это уж какой-то совсем запредельный позор. Мне просто интересно, вот люди, которые дают это в эфир, им не стыдно за свою страну, за свою армию? Вот российским офицерам им за это не стыдно? Или у них не осталось вообще в принципе офицеров с какими-то понятиями об офицерской чести? Помните, было сколько пафоса раньше? Русский офицер, там честь, достоинство, какие-то, значит, у них правила свои. А теперь этого ничего нет. Теперь осталось только отребье. Разве может быть справедливой война, в которой отказываются участвовать нормальные солдаты-контрактники, а таких много, кстати, в России, которые отказались, а вместо них набирают вот такое: насильников, наркоманов, убийц? Вот русские патриоты, которые буквы «З» рисуют, они не задаются этим вопросом: а все ли нормально, если приходится вот так воевать и вот таких людей набирать? Разумеется, любой нормальный человек, психически здоровый, с какими-то понятиями о чести, порядочный человек, честный человек, да в принципе человек, в этой войне может поддерживать только сторону Украины. Потому что с противоположной стороны воюет абсолютное зло. Зло в чистом виде, причем, я подчеркиваю, это по российским меркам зло. Потому что вот эти люди, они же грабили, убивали россиян у себя в стране, своих сограждан. Они не воевали за Новороссию. Им было плевать на русский мир.
Они были зациклены только на грабежах, на наживе. Именно за этим они едут теперь в Украину. И когда эта война кончится, те из них, кто выживет, они же вернутся к тому же самому, чем они занимались. Они вернутся в Россию и будут там дальше продолжать грабить и убивать россиян. Это будет. И россияне с этим еще столкнутся. Вот это, друзья, надо доносить. Вот давайте покажем, что происходит. Ведь смотрите, они же не стесняются. Они сами все это показывают про себя. Надо на весь мир показывать, что происходит, кого они отправляют на эту войну, что это за люди и какие цели они преследуют. Распространите это видео и подписывайтесь на канал.